Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы», мира и добра вам, а также света божественной любви. Несколько дней назад мы уже рассматривали тему, объясняли, что такое зеленые операции, когда нужно обрезать рассаду, когда можно обрезать цветочные растения, то есть те части, которые уже отслужили, устаревшие листики. Мы это все показывали, рассказывали, что это такое. Ну, мы показывали вот эту схему, как определить, когда обрезать растения можно, а когда нельзя. И пообещали, что мы на апрель месяц подготовим такой агрогороскоп. И вот он у нас уже готов, и мы его рассмотрим. Итак, начинается месяц как раз 1 апреля в новолуние. И это знак, смотрите, знак стихии огня, отлично. И еще несколько дней, обычно 3-4 дня, мы рассматриваем для зеленых операций. Именно зеленые операции, обрезка листиков, цветоносов. Здесь тоже эти дни выпадают хорошие знаки, а это знаки у нас сначала знак стихии Земли, Телец, и знак стихии воздуха, это Близнецы. Вот поэтому с 1 по 5 включительно апреля можно проводить различные обрезки листиков старых, уже устаревших, цветоносов и то, что нужно удалить на растениях, рассады или же цветочных. Кстати, в теплицах тоже есть растения у некоторых. Смотрите, если есть необходимость в этом, удаляйте, обрезайте, прищипывайте. Тоже один из видов зеленых операций, то, что вам нужно. Затем 6, смотрите, практически 6, 7, 8, это уже растущая луна. Далее это уже завершается первая фаза. Далее переход во вторую фазу. Здесь 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Это у нас такая идет история, очень серьезная энергия в это время, нарастающая энергия. И будет завершаться вот этот период 18 апреля. Вот в этот период нельзя будет обрезать растения. Ни под каким соусом, ни под каким видом. Нет, если вы хотите собирать урожай, то, конечно, собирайте урожай растений, а вот заниматься обрезкой каких-то частей растений нельзя в этот период. И затем начинается прекрасный, довольно-таки длинный период, когда можно будет почти что до конца месяца, за исключением одного периода, можно будет заниматься обрезкой. Это уже период, смотрите, как раз очень хорошо. После сожженного пути полнолуния Луна переходит в знак стихии огня, Стрелец. Затем Козерог, знак стихии Земли. Водолей, стихия воздуха. И 25-го, обратите внимание, постарайтесь обрезку провести до часов 11-12, не больше дня. 11-12 часов дня. Затем Луна переходит в знак стихии воды. Это будут рыбы. И здесь Луна будет находиться 25-го после 13 часов, 26-го и 27-го до вечера. Вот эти дни нельзя будет снова же обрезать растения. Хотя, казалось бы, это убывающая Луна, причем это уже 4-я фаза. Но здесь стихия воды. Очень плохой период для того, чтобы обрезать растения. Мы уже столько раз проводили испытания. Очень быстро проходит такой процесс инфицирования растений. Поэтому пропустите и до конца месяца, даже здесь солнечное затмение в Тельце 30-го, новолуние, ничего страшного, аккуратненько, старые листики, прищипку каких-то растений, все, что вам нужно сделать, делайте очень аккуратно, и растение от этого не пострадает. Остается сделать скрин. Это у нас время агрогороскоп зеленых операций в апреле 2022 года. Время киевское. Оно соответствует московскому уже с апреля месяца. Вот, пожалуйста, делайте скрин. А мы тем временем, мы это авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик, желаем вам всем здравия. Здравия вашим всем семьям, а также мира каждому дому, мира каждому сердцу. Будьте все здоровы и до новых встреч на нашем канале.
Пока-пока.